Здравствуйте! Мы с вами продолжаем разговор о телесном интеллекте. И сегодня на нашей второй встрече мы с вами поговорим о признаках плохо и хорошо развитого телесного интеллекта. Наиболее абсурдным в жизни современного человека является его отношение к собственному телу. Я не могу не согласиться с этой мыслью одного из современных исследователей проблем телесности Владимира Никитина. Действительно, большинство из нас, как бы любя свое тело, ухищряются делать все, что в результате разрушает наше тело. Мы сознательно создаем такие условия для своего существования, которые приводят к нас к отчуждению от своего тела. Это и есть следствие того, что я называю плохо развитый телесный интеллект. Что такое телесный интеллект? Этой теме была посвящена наша первая видеовстреча. По каким же признакам мы можем определить, как развит наш телесный интеллект, об этом мы поговорим сегодня. И сосредоточимся на характеристиках. Сначала плохо развитого телесного интеллекта, потому что, к сожалению, именно этот уровень, по данным проводимого мною тестирования, пока остается доминирующим. То, как человек ощущает свое тело, и то, как он к телу относится, вот ключевые характеристики, которые свидетельствуют о развитости нашего телесного интеллекта. Можно говорить, что телесный интеллект развит слабо или плохо, когда человек не может использовать тело, его ресурсный потенциал для осознанного и эффективного проживания своей жизни. Когда у человека превалирует отношение к телу с позиции внешнего наблюдателя, то есть он руководствуется не собственными ощущениями, чувствами, а социальными установками, правилами, модой, внешними какими-то целями. Когда удовлетворенность или неудовлетворенность собственным телом зависит от того, насколько тело способно справиться с задачами, которые ставит наш ум. Сюда же отнесем и поведение человека, для которого тело является предметом контроля, принуждения или игнорирования. Или он воспринимает свое тело как объект оценивания – красивое, некрасивое, нравится, не нравится, и пытается заботиться лишь о его внешней стороне, иногда даже подвергая опасности. Таким примером может служить беспочвенная хирургическая пластика. Когда человек в плохом контакте со своим телом, скорее всего, чувствительность в его теле слабая, недостаточная, и телесные ощущения осознаются лишь изредка и не всегда хорошо ним различаются. И он, как правило, игнорирует ощущения или не придает им большого значения. И только болевые симптомы ощущаются остро и вызывают беспокойство. В таком случае, скорее всего, и функциональные возможности тела ограничены. Хочу обратить ваше внимание. Когда тело является для человека источником проблем, имеет низкую значимость для личности, тогда, вероятнее всего, что подавляется и сексуальность. Сексуальные ощущения плохо выражены, и способность к получению телесного удовольствия занижена. При плохо развитом телесном интеллекте в эмоциональном восприятии тела могут преобладать негативные эмоции. Если вы воспринимаете собственное тело очень критично, осуждающе или равнодушно, тогда вам непременно стоит развивать любящее и принимающее отношение к своему телу. Для самоконтроля попробуйте прямо сейчас ответить мысленно на несколько вопросов моего авторского теста на телесный интеллект. Полный тест я рекомендую вам пройти на нашем сайте «Ваше тело знает все». Ссылку вы найдете ниже. Итак, насколько вы удовлетворены собой? Удовлетворен вполне. Не знаю. Не удовлетворен. То удовлетворен, то нет. Скорее удовлетворен. Скорее не удовлетворен. Трудно определиться. Мое отношение к собственному телу, скорее всего, заботливое, обреченно принимающее, контролирующее, не знаю, беспокойное, уважительное, любящее, критичное, принуждающее. Сколько времени вы уделяете своему телу ежедневно? Около 15 минут, около получаса, около часа, больше часа. Только гигиенические процедуры. Я не знаю. Чувствуете ли вы свое тело? Я всегда хорошо чувствую мое тело. Я иногда хорошо чувствую мое тело. Я почти никогда не чувствую достаточно хорошо свое тело.
Я чувствую хорошо только отдельные части моего тела. Если мы хотим вернуть свою грацию и здоровье, мы должны чувствовать каждую часть своего тела. Так говорил Александр Лоуэн, один из фундаторов телесно-ориентированной терапии. Когда контакт с телом недостаточно развитый, познание тела ориентировано, скорее всего, лишь на сохранение функционирования, в большей степени, чем на развитие его возможностей. И это также свидетельствует о том, что внимание и забота, которые уделяются телу, совершенно недостаточны. В таком случае вам нужно осознать, что ваше самоощущение и здоровье зависят от усилий, которые вы прилагаете в работе с собственным телом. А осознание надо научиться переводить в плоскость практических действий. Я рекомендую вам начать с соматических упражнений. Они развивают осознанность и учат расслабляться, возвращают телу мягкость и увеличивают энергию. На нашем сайте вы можете приобрести наш обучающий соматический видеокурс «Тело без боли». Его цена минимальна, а польза огромна. Ссылку вы найдете в описании. Если у человека слабо развит телесный интеллект, это говорит также о том, что его информированность о потребностях собственного тела недостаточная. Люди, которые слышат и понимают потребности своего тела и умеют удовлетворять эти потребности, это и есть люди, которые обладают высоко развитым телесным интеллектом. Их главное преимущество – это осознанное внимание к себе и отношение к телу как к ресурсу своей жизни. И их особенность – это полное принятие себя. А вот как этого достичь – тема нашей следующей встречи. Мы разберемся, почему так важно в процессе развития телесного интеллекта научиться чувствовать себя изнутри, углублять контакт с самим собой, менять отношение к себе в сторону принятия. Не забудьте подписаться на наш канал «Ваше тело знает все». В наших дальнейших видео-встречах будут бонусы для подписчиков канала. Заходите на наш сайт и на нашу страницу в Facebook. Мы постоянно готовим для вас интересную новую информацию. Ставьте лайки, задавайте вопросы. До новой встречи!